Всем привет! Это канал True Kitchen. В этом видео я покажу, как приготовить пиццу с воздушными, нежными и в то же время хрустящими бортиками. Сколько воздуха. Вот это уровень. Это видео больше предназначено для тех, кто работает в ресторанах. Но и для любителей, я думаю, будет что подчеркнуть. Сегодня я покажу, как замесить тесто для пиццы, которое хорошо подойдет для электропечи, как расстаивать его и как запекать. Поделюсь своими наблюдениями в работе и надеюсь, что они помогут вам сделать вашу пиццу лучше. Для того, чтобы тесто быстрее созревало и имело интенсивный вкус и аромат, нужно делать стартер. Для пиццы два наиболее популярных стартера – это бига или пулиш. Для своей пиццы я буду использовать бигу. Для того, чтобы сделать бигу, я возьму вот такой большой бокс. Это будет заготовка для 50 пиц. Наливаю воду комнатной температуры, не холодную. Сколько ингредиентов добавлять, я потом напишу снизу под описанием видео, для того, чтобы сейчас не ошибиться. Для теста использую живые дрожжи. Мне сейчас понадобится 52 грамма. Можно использовать сухие, но я в последнее время предпочитаю живые прессованные. Крошу их в воду. И добавляю мед. Мед обычный, желательно жидкий, такой, чтобы было легче перемешивать. Для чего нужен мед? Мед нужен для того, чтобы придать хороший вкус и аромат нашему тесту, а также он помогает запустить дрожжи. Они начинают работать гораздо активнее и производят больше углекислого газа, что мне и нужно. Теперь все это тщательно перемешиваю. Мне нужно, чтобы сейчас растворились дрожжи и мед. После того, как дрожжи и мед растворились, я добавляю муку. Муку я сейчас добавляю всю, которая мне нужна будет для замеса теста. Тесто я буду сейчас делать на 100% биги. Можно использовать разное количество биги для получения разного результата, но в данном случае я буду использовать все это количество для замеса 50 шариков. Добавляю всю муку. Теперь бигу нужно перемешать, но не так, как мы замешиваем тесто. То есть не нужно вдавливать в середину и перемешивать. В данный момент времени нам нужно собирать с краев в середину и приподнимать вверх. Повторять эти движения нужно до того момента, пока не впитается вся мука. В зависимости от того, какую муку вы берете, будет зависеть количество воды, которое нужно добавлять. Потому что у разной муки разная сила муки, что отвечает за возможность впитывать влагу. То есть, к примеру, если вы возьмете сильную муку, то для того, чтобы сделать бигу, вам понадобится 50% воды от количества муки. Если вы будете брать менее сильную муку, то есть, допустим, у меня 50% будет недостаточно, чтобы всю муку впитала, то я беру воды больше, где-то 54-55% от количества муки. Вот и таким образом перемешиваем. Самое главное сейчас не начать замешивать, для того, чтобы не начал образовываться глютен. Это важный процесс. Иначе в конечном итоге у вас получится очень жесткое тесто. Бига помогает нам получить более созревшее тесто за меньший промежуток времени. То есть, используя ее, допустим, я могу уже на следующий день, замесив тесто с биги, получить очень хорошо расстоянное тесто с хорошим красивым цветом. При всем при этом с тех же ингредиентов, если вы просто замесите тесто, на следующий день у вас не будет рисунка, у вас будет очень-очень однородный окраешек теста. То есть не будет точек, не будет красивых коричневых пятен. А это именно то, чего нам надо сейчас достичь.
Вот у нас получается такая рыхлая структура. Вот она примерно такая должна быть. Единственное, что нужно проследить, чтобы вся мука по углам все максимально приняло однородную форму. Точнее, даже не однородную, а однообразную. Есть еще второй стартер, который называется Пулиш. Это все то же самое, только в жидком состоянии. На практике Пулиш тоже можно использовать, только у него срок действия другой. И в ресторане немножко неудобно с ним работать, потому что его нужно использовать уже через меньшее количество часов. А бига может стоять до 2 суток. То есть я пробовал работать с ней через день и через 2. И тот результат получается очень хороший. Все, вот у меня получилась такая масса. Это то, что нам надо. Должны получиться вот такие вот хлопья. Теперь эту массу я сейчас распределю вот так вот. Сниму с руки остатки. Теперь я затягиваю бигу пленкой. Почему? Потому что у меня крышка не герметично закрывается. Если вы будете брать бокс с герметично закрывающейся крышкой, тогда пленкой сверху закрывать не надо. А делаю я это для того, чтобы она не обсохла. И убираю в холодильник примерно на 20 часов. Температура внутри холодильника у меня примерно 4-5 градусов. А с холодильника я достал бигу, которую делали вчера. Вот посмотрите, уже здесь видно, что формируются пузыри. Классный аромат. Ну, видно, что вот оно уже сверху мягенькое и очень хорошо побродило. Так, теперь я буду сейчас выкладывать бигу сразу на стол, на котором мне нужно будет ее делить на части. Для того, чтобы достать бигу из бокса, я буду использовать шпатель для теста. Сначала сниму с краев. И теперь нужно выложить на стол. Так, и вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какая красотища. Теперь все это дело я делю на части. И сейчас буду закидывать в дижу тестомеса. Режу где-то на вот такие вот кусочки. И кидаем в дижу. Это нужно сделать для того, чтобы оно потом хорошо перемешалось в однородную массу. Все куски? Да, сейчас используются все куски. Если вы делаете тесто не на 100% биги, а, допустим, там на 40 или на 50, если, допустим, у вас нет места, где делать эту бигу,
то вы закидываете 40-50% от теста бигу. И дальше уже добавляете в процессе замеса муку, дрожжи и воду. Так как я делаю на 100%, то я буду добавлять только воду, еще чуть-чуть дрожжей, соль и масло. Сразу в дижу добавляю еще 15 грамм прессованных дрожжей. Это необходимо для того, чтобы еще чуть-чуть ускорить процесс брожения. Немножко раскрошили. И включаем тестомес. Сейчас замешивать тесто до добавления соли нужно будет примерно полчаса. Тесто должно сформироваться сначала в общую массу, и затем постепенно нужно будет подливать воду. Воду сейчас я подготовлю. Воду нужно брать максимально охлажденную с холодильника. Когда вот тесто уже сбилось в одну кучу, постепенно начинаем добавлять воду. Сейчас очень важно добавлять воду по чуть-чуть. Не так, чтобы тесто плавало в ней, а чтобы оно слегка было смочено. И этот процесс добавления воды нужно растянуть на полчаса. Если добавить воду всю сразу, либо недостаточно часто добавлять воду, то тесто замесится не очень правильно, и оно не будет настолько гладкое, насколько нужно. Сейчас наша основная задача будет придерживать тесто максимально гладким с внешней части. Вот видно, что здесь еще очень гладкое оно, и все хорошо. Здесь уже вот начинаются разрывы. Вот если мы видим, что появляются первые разрывы на боках, мы по чуть-чуть добавляем воду, так чтобы тесто снова стало гладким. Ну а пока у меня замешивается тесто, я приглашаю вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Также пишите внизу комментарии и расскажите, какие видео вам более интересно смотреть. Ну, а так дороже делать, да? Я бы даже сказал, что дешевле, дольше просто. Ты платишь временем. А ты где научился? Ну, я смотрел очень большое количество различных зарубежных блогеров. Ну, те шеф-повара, которые работают в ресторанах уже очень много лет, итальянских тоже смотрел. Часть на ютубе, часть в инстаграме. Для этого надо найти человека, который в этом разбирается, найти человека, который честно расскажет, как он это делает, без сокрытия каких-то фактов.
и сделать миллион экспериментов, потому что вот ты берешь тесто, вроде рецепт есть, его начинаешь делать, оно не получается такое, как у человека. То есть тебе надо подстраивать все равно свой рецепт под свою печку, под свою температуру, под свой тестомес, потому что у всех все разное. Разная соль, разная мука, разные дрожжи. Полчаса прошли, воду я практически всю залил, теперь постепенно начинаю добавлять соль. И с солью месим еще где-то до 4 минут. Если у вас есть на тестомесе вторая скорость, самое время сейчас ее включить. Она вам позволяет замесить более крутое тесто, при этом не дав ему нагреться. Потому что мы для этого добавляем холодную воду, для того, чтобы тесто как можно дольше месилось, но при этом не успело нагреться. И сейчас еще, пока с солью замешивается, по чуть-чуть добавлю воду. Потому что, видите, снова разрывы маленькие появляются. А нам надо, чтобы оно было гладкое. Количество соли, которое вы добавляете в тесто, напрямую влияет на его жесткость, эластичность. То есть, чем больше соли, тем более жесткое, прочное будет тесто. При этом есть определенный порог, до которого можно добавлять. Понятно, чтобы тесто не было сильно соленым. Ну и соль желательно добавлять в самом конце, так как я это сейчас показываю. С солью тесто помесилось уже 4 минуты. Постепенно добавляю масло. Количество масла влияет на эластичность теста. При этом, если добавлять масла слишком много, оно становится слишком сухое. И, соответственно, тесто будет после печки более сухое, более хрустящее, но при этом не будут настолько нежные бортики, насколько нам этого хочется. Поэтому должна быть золотая середина. Масло делает тесто достаточно эластичным, но если добавить его слишком много, тесто станет сухим. То есть оно будет хрустящим, но будет уже слишком сухим. И, возможно, даже будет слишком быстро гореть в печи. Поэтому должна быть золотая середина. Надо понимать, что масло мы сейчас будем добавлять в замес. И затем, когда уже будем формировать предварительно шар для отдыха теста. И затем, когда мы будем уже раскидывать тесто по шарикам для расстойки в холодильнике, также будем добавлять чуть-чуть масла. Все, тесто сейчас на финальной стадии. После того, как мы добавили масло, тесто еще поместится буквально 2 минуты. Пока масляные пятна не уйдут, то есть пока тесто полностью не впитает в себя масло. И затем мы его будем доставать. Масляные пятна у нас уже прошли. Теперь как проверить, что мы замесили хорошее тесто? Отрезаем небольшой кусочек. Если мы можем его вот так растянуть, что есть прозрачные просветы, это говорит о том, что мы его достаточно хорошо замесили. И на этом можно останавливаться. Теперь я смачиваю руки холодной водой. И в несколько заходов буду доставать тесто на стол. Желательно его как можно меньше рвать, а как бы обхватывать, обкусывать руками. А смачивание рук водой позволит меньше прилипать тесто к рукам. Также старайтесь его долго в руках не держать, для того, чтобы оно сильно не залипало, по тем же причинам. То есть быстренько взяли, достали, убрали. Еще чуть-чуть прокручу.
Все, тестомес пока я отставляю в сторону. Теперь, что касается теста. Оттягиваем его с 4 сторон таким образом и складываем. И теперь подтягиваем тесто вверх. Раз. Два. Мы должны сейчас получить форму шара. Сверху должно получиться натяжение. Смазываю чуть-чуть сверху маслом. Дозатягиваю в шар. Можно еще чуть-чуть. Сейчас мы смазываем маслом сверху, для того, чтобы оно не обсохло, не обветрилось. Вот уже видно, что очень много мелких пузырьков вырывается. Значит, что мы очень хорошо замесили тесто. Само тесто я сейчас чуть-чуть от края отодвину, потому что оно со временем начнет расслабляться и растекаться по столу, чтобы оно сейчас не утекло вниз. Поэтому чуть-чуть в сторону. И все, 10 минут оно отдыхает. После того, как мы вывалили тесто из тестомеса на стол, уже закатали его, и оно будет отдыхать. Тестомес советую мыть сразу, будет гораздо легче. Если он постоит хотя бы минут 20-30, помыть его будет несколько раз сложнее. Это так, маленький трюк. 10 минут у нас прошло, тесто расслабилось немножко. Сейчас его будет гораздо легче закатывать. Если закатывать тесто сразу после тестомеса, оно будет очень сильно липнуть к рукам, еще хуже, чем сейчас, допустим. И при этом будет сложнее формировать шарик. Сейчас я делю тесто шпателем на полоски. Смазываю руки чуть-чуть маслом. Немножко, много не надо. И сейчас буду формировать шарики. Как это делать из подобного теста? Сначала мы его немножко натягиваем, таким образом складывая под середину. Затем, обхватывая рукой, выдавливаем шарик. Вот так вот. В среднем должно получаться 260 грамм. Это плюс-минус стандарт. Разбег нормальный от 240 до 280 примерно. Если, допустим, вам кажется, что шарик слишком большой, кусочек можете отщепить. А сам шарик, если видите, что недостаточно тугой, можете его еще немножко подкатать. Как это делать? Кладете его на стол и подтягиваете руками. Вот таким образом. И у нас получается такой красивенький шарик. И складываем это все в боксы. Боксы можно складывать, я, допустим, складываю по 6 штук. Здесь 2 и здесь будет еще 2. Можно складывать большим количеством, но на данный момент в этом нет необходимости. Подминаем тесто в серединку, обхватываю рукой и скидываю шарик. Смотрите, какое натяжение хорошее. Все, это есть наша заготовочка.
Если вы делаете это тесто через весы, сами весы советую тоже чуть-чуть смазать маслом, иначе очень сильно будет прилипать. И периодически чуть-чуть смазывайте руки маслом. Только делайте масла немного, иначе тесто у вас нормально не будет закатываться. Оно у вас будет недостаточно плотным, жестким. Вот это вот у меня чуть больше получилось. Делаю еще одну полоску и продолжаем вытягивать тесто. Тесто складываю в обычные пластмассовые боксы для теста, стандартные. Они хороши тем, что они штабилируются. Их можно ставить в высоту столько, сколько вам надо. И каждый следующий бокс закрывает предыдущий. Я, кстати, забыл упомянуть одну деталь, что тесто из тестомеса желательно доставать, когда оно достигло температуры 17-18 градусов. То есть на ощупь оно должно быть для вас слегка прохладное. Это идеальная температура для того, чтобы тесто на следующий день уже было готово к работе. Оно достаточно хорошо поднимется и будет нежное и пушистое. Если тесто вы замешиваете с добавлением льда и на выходе оно у вас будет гораздо холоднее, то после того, как вы сформируете все эти шарики, вам надо будет, чтобы оно еще в сформированном виде постояло на столе где-то часик-полтора и дошло до температуры 17-18 градусов. И только потом прячьте его в холодильник. Также, если вы не планируете вообще ставить тесто в холодильник, то вот это замешанное тесто просто оставляйте при комнатной температуре, и часов через 6-7 оно уже будет готово к работе. В холодильник прячем тесто для того, чтобы у нас была своего рода стабильность в работе. То есть я точно знаю, что я приду утром, и это тесто уже будет готово к работе. А слишком рано начинать работу я, допустим, не могу. Поэтому мы его замешиваем заранее и знаем точно, через какое время можно будет начать им работать. А вы уже делаете, как вам удобно. Еще часто спрашивают, какую муку использовать для теста. Для пиццы я посоветую брать муку качественную, 2-нулевку. Можно брать капуто, который используют все. Либо, если не капуто, то малина делла Giovanna. Тоже хорошая мука. Вам надо, чтобы в составе этой муки было количество белка примерно 12-13%. То есть это где-то 12-13 грамм на 100 грамм. И второй параметр, который вам нужно преследовать, это сила муки. Сила муки желательно должна быть где-то 320-380. Чем больше, тем лучше. Как я уже говорил ранее, сила муки – это то, как много мука сможет принять в себя воды. Чем больше это количество, тем меньшее количество муки может принять одно и то же количество воды. Это для пиццы очень важно, потому что вам надо сделать максимально влажное тесто, насколько вы можете его использовать, и так, чтобы оно у вас держало влагу и не отпускало. В данном случае я делаю тесто гидратацией примерно 60 до 65% примерно.
Почему именно такой процентаж? Потому что я работаю на электропечи и на железных сетках, вот таких вот, которые называются скрины. Если вы работаете на дровяной печи, либо газовой, там вы можете использовать тесто влажностью вплоть до 80%. И у вас не будет никаких проблем. Если вы работаете на электрической, у вас есть определенные ограничения. В первую очередь из-за температуры, а вторую очередь от удобства работы. То есть вы просто очень жидким тестом не сможете нормально работать. Все тесто сделали. Все тесто раскидал. Теперь ставлю его в холодильник. Как я уже говорил, холодильник 5-6 градусов Цельсия до следующего утра. То есть оно простоит примерно 24 часа, прежде чем я его начну использовать. И если вы хотите его использовать в этот день, тогда оставляйте вот так вот при комнатной температуре, только накройте сверху крышкой на примерно 5-6 часов. И оно будет готово к работе. И сейчас я уже достал тесто, то, которое было сделано за день до, из холодильника. Оно предварительно прогрелось примерно час-полтора. Как видите, оно хорошо расстоялось, есть натяжение, и оно нигде не обсохшее. И слегка липкое. Оно такое должно быть. Теперь, для того, чтобы достать тесто из бокса, сверху припыляем мукой. Здесь у меня смесь кукурузной и обычной пшеничной. Сам шпатель слегка тоже припыляем мукой. И снимаем тесто. Сначала я отделяю его от второго шарика, чуть-чуть подгибаю. Теперь со второй стороны, с третьей. И теперь одним движением, руку я тоже чуть-чуть припылил, снимаю шарик и этой стороной на стол. Остальное тесто я закрываю крышкой. Теперь с этой стороны тесто тоже припыляем. Подготавливаю сетку, на которой буду бросать тесто. Теперь выдавливаю серединку сначала, осторожно. Формируем бортик. Переворачиваю. Сам борт руками я не трогаю. Формирую с этой стороны. Слегка прикатываем. Подтягиваем руками и выкладываем на сетку. Теперь смазываем соусом. Моцарелла. Салями. Черри. Теперь закидываю в печку. Печка у меня разогрета до 450-460 градусов. Здесь у меня примерно верхний темп настроен на 400, нижний на 300. Но каждая печка разная. Эта печка достаточно простая, может быть, где-то температура недостаточно хорошо придерживается. Поэтому вы всегда смотрите на общую температуру на вашем термометре. Также наблюдайте за тем, как у вас запекается пицца. Если у вас верх постоянно полностью готов, зажаренный, а низ нет, соответственно, низ вы чуть-чуть поднимаете. И наоборот, если дно у вас быстро горит, а верх у вас еще недостаточно хорошо поджарился, соответственно, низ чуть-чуть прикручиваем, верх можно чуть-чуть поднять. И таким образом регулируйте. Если у вас тесто нормально не поднимается, при условии, что у вас вот здесь уже хороший бортик, пышный, а вы бросаете в духовку, и оно еще больше не поднимается, значит, у вас недостаточно высокая температура. Поднимайте ее.
Для этого теста с влажностью примерно 60-62% этой температуры достаточно. Если вы делаете тесто там уже 70 и больше процентов, температура печи должна быть в районе 500 градусов. И желательно, чтобы это была дровяная или газовая печь. Электропечки очень дорого стоят, те, которые дают 500 градусов. Открываю печку, быстро закидываю и закрываю. Как видите, бортик начинает взрываться, быстро поднимается. И сейчас, как только возьмется хороший цвет с одной стороны, я поверну пиццу примерно на 180 градусов, для того, чтобы две стороны запеклись равномерно. Пицца запекается достаточно быстро, ей максимум нужна минута при такой температуре. Проверяю дно. Если понимаю, что дно еще хорошее, не сильно зажарилось, я подтягиваю пиццу ближе, в данном случае, для того, чтобы она не сгорела и при этом продолжала зажариваться. Она должна у нас хорошо подсушиться. И периодически ее нужно будет продолжать вращать. Если дно уже сильно зажарится, можно под низ кинуть еще одну сетку, чтобы было не сильно зажаренное дно. Смотрите, какая красотка уже получилась. Осторожно. И все. Наша пицца готова. Посмотрите, какой борт. Какая она хрустящая. Да ты шо. Смотрите, какой бортик. Давайте так, чтобы видно было. Какой бортик у нас получается. Друзья, вот такая вот у нас пицца получилась. Теперь попробуем. Жаль, что через камеру нельзя передать аромат, потому что это пахнет невероятно. Вот ради этого стоит жить. Посмотрите. Смотрите, сколько воздуха. Вот это уровень. Подведем итоги. Мы примерно за 2 дня получили идеальное, шикарное, расстоянное тесто
хрустящая, с красивым цветом. Очень высокий борт, очень много воздуха. Это говорит о том, что мы не зря проделали столь долгую работу. И попрошу заметить, это все на обычной электропечи, на сетках, это еще даже не на дровяной. То есть можно получить еще более хороший результат, используя более крутое оборудование. Друзья, я очень надеюсь, что это видео было вам полезным, что вы сделаете какие-то выводы, и это поможет сделать вам вашу пиццу лучше. Если будет возможность, отмечайте меня в ваших видео, если вы будете делать по моим рецептам. Мне будет очень приятно. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. Даже если вам кажется, что эти вопросы глупые, я все равно на них отвечу. Но на этом все. Спасибо всем за просмотр. Я иду кушать пиццу. Всем пока.